После тяжелого рабочего дня большинство людей поступает примерно одинаково. Приходят домой, ложатся на диван, проводят на нем часик-другой, а потом идут в душ и ложатся спать. И ведь лежа на диване кажется, что тело в это время отдыхает. Но на самом деле диван почти не снимает вашу накопившуюся усталость и напряжение. Он просто оставляет ваше тело еще на некоторое время без движения, но уже в вытянутом положении. Если вы весь день находились в одном положении, стоя либо сидя, еще несколько часов лежания на диване не дадут вам такого расслабления, которое действительно нужно вашим мышцам и суставам. Ведь ощущение зажатости и скованности по-настоящему уменьшается не от того, что ты лежишь на диване, а от спокойной, плавной растяжки на все тело. Сегодня я покажу короткий вечерний комплекс моих упражнений на растяжку, которые помогут расслабить все тело и подготовиться ко сну. Для тренирующегося человека растяжка – это возможность сохранить подвижность, спокойно, плавно проработать все мышцы после нагрузки и понять, в каких участках накопилось больше всего напряжения. Но это нужно не только тем, кто занимается фитнесом или спортом. Это подойдет практически каждому человеку. Особенно тем, кто много сидит за компьютером, работает на ногах, ездит за рулем или просто мало двигается в течение дня. Самое главное правило – никаких резких рывков и превозмоганий боли. Тут должно ощущаться умеренное натяжение, которое вначале будет вызывать небольшой дискомфорт, но со временем вы обязательно сможете его преодолеть. Но если появляется острая, простреливающая боль, онемение, либо неприятное ощущение в суставах, упражнение необходимо остановить. Начинаем всегда с дыхания. Ложимся на спину, сгибаем ноги и ставим стопы на пол. Сделайте спокойный вдох через нос, чувствуем, как немного расширяется живот, затем медленно выдыхаем. Не нужно специально вдыхать слишком глубоко. Наша задача сделать дыхание спокойным и постепенно убрать лишнее напряжение. С каждым выдохом расслабляйте все мышцы, постарайтесь растечься по полу. Потом переворачиваемся на живот, ставим на предплечье и мягко поднимаем грудную клетку. Не нужно сильно прогибаться в пояснице. Движение должно быть комфортным. Плечи не поднимаем к ушам, не провисаем, шея остается расслабленной. Спокойно дышим, 5-10 глубоких вдохов. Теперь, если позволяет поясница, выпрямляем руки и переходим в более высокий вариант. Поднимаемся настолько, насколько это не вызывает сильного напряжения в пояснице. Далее из положения сфинкса на локтях поочередно сгибаем ноги в коленях. Правой рукой берем правую стопу и аккуратно подтягиваем пятку к ягодице. Не тяните резко, движение должно быть очень плавным. Здесь вы почувствуете растяжение в передней поверхности бедра и в передней дельте. Если у вас не получается дотянуться до стопы, это совершенно нормально. Можно просто сгибать ногу и стараться дотянуться до пальцев ног, либо использовать фитнес-резинку. Делаем 5-10 спокойных вдохов. Дальше из положения на животе переходим на четвереньки и уходим в позу ребенка. Таз направляем назад к пяткам, руки вытягиваем вперед. На пятки садиться не обязательно. Найдите такое положение, в котором вам просто комфортно. Ладонями тянемся вперед, тазом назад и спокойно дышим. Можно сместить немного руки вправо и влево, чтобы дополнительно проработать боковые поверхности корпуса. Дальше садимся на пол. Соединяем стопы вместе и подтягиваем пятки ближе к паху. Колени направлены в стороны. Сначала выпрямляем спину, вытягиваемся вверх. Вытягиваем руки перед собой и затем мягко наклоняемся вперед. Стараемся поставить ладони на пол. Если не получается, доходим до положения, когда становится дискомфортно. Фиксируемся в нем и просто дышим. Есть вариации, где можно, обхватив стопы, тянуться к ним головой. Но я бы не рекомендовал, ведь это был тяжелый день, а вы еще даже не купались. Затем ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях и подтягиваем пятки ближе к ягодицам. Скрестив пальцы в замок, кладем руки на пол под поясницу. На выдохе мягко поднимаем таз вверх. Поднимаемся так высоко, как можем, но без дискомфорта. Тут важно почувствовать работу ягодиц и задней поверхности тела. Поясница не должна сильно перегружаться. Задерживаемся в верхней точке и спокойно дышим. Дальше мое самое любимое упражнение. Мы опускаем таз на пол, подтягиваем колени к груди и обхватываем их руками. Задерживаемся в этом положении на 2-3 вдоха. Затем на согнутом колене ставим правую стопу на пол, закидываем левую ногу на правое колено, поставьте на место чуть выше лодыжки. Затем в образовавшийся треугольник продеваем левую руку и, соединив замком с правой рукой, держимся за берцовую кость. Для защиты коленного сустава обязательно натягиваем пальцы обеих ног к коленям.
Дальше ложимся, прижимаем затылок и плечи к полу, на вытянутых руках подтягиваем плечи к ушам. Степень натяжения тут регулируется за счет поднятия рук выше к колену. Фиксируемся в комфортном, безболезненном положении и спокойно дышим. Далее медленно отпускаем ногу, возвращаем левую ногу обратно и, обхватив колени, прижимаем их к груди на 2-3 вдоха. Затем меняем ногу и делаем то же самое. И заканчиваем также поджиманием коленей к груди на 2-3 вдоха. Не забывайте натягивать пальцы ног к коленям. Это очень важно. В следующем упражнении мы ставим стопы на пол, левую ногу перекидываем через правую, левой рукой тянемся в бок, правую руку кладем на левое колено. Затем опускаем обе ноги в правую сторону, попутно придавливая правой рукой колено и стараемся коснуться левым коленом пола. Если не получается коснуться коленом пола, делаем так, как можем, но главное без боли. Поворачиваем голову налево и просто лежим и спокойно дышим. Затем, помогая правой рукой, возвращаем ноги в исходное положение и меняем стороны. Заканчиваем исходным положением стоп на полу на согнутых коленях. Ну и в завершении подтягиваем оба колена к груди и обнимаем их руками. Делаем 2-3 глубоких вдоха. Теперь опускаем руки и ноги на пол, руки кладем ладонями вверх, закрываем глаза и на несколько секунд полностью расслабляемся. Просто лежим и делаем глубокий вдох через нос и немного медленнее выдох через рот, избавляясь от всего кислорода в легких. Лежим так сколько хочется. Ну вот вы и закончили вечернюю растяжку, которую вы делали всего 10 минут. А теперь обратите внимание на свои ощущения в теле. Вы заметили, как легче себя чувствуют поясница и плечи? А насколько свободнее двигаются тазобедренные суставы? Да, конечно, диван способен дать вам возможность просто немножко полежать и отдохнуть, но телу зачастую после тяжелого рабочего дня нужен не только покой, ему необходимо вернуть подвижность. Для тренирующегося человека эти упражнения станут только дополнением к восстановлению, но они не заменят правильный режим сна, сбалансированное питание и грамотно составленную тренировочную программу. А для человека, который не занимается спортом, это простой способ хотя бы несколько минут в день уделить подвижности собственного тела, избавиться от зажимов и спазмов после долгого сидячего дня. Что нужно делать, чтобы не оттолкнуть себя от растяжки? Не стремитесь каждый раз превозмогать боль, тянуться все глубже, сильнее и дальше. Это же вам не подвальная качалка. Тут просто не перед кем понтоваться результатами. Оставьте этот менталитет в тренажерном зале. Просто двигайтесь спокойно, дышите и наблюдайте, как раз за разом меняются ощущения в вашем теле. И как вы все реже и реже, придя с работы, хотите упасть на диван. Попробуйте делать эти упражнения каждый день, и со временем это обязательно станет для вас привычкой.